Как говорила Кэрри из «Секса в большом городе», Манхэттен– это остров. И как на всяком острове, там живут только люди, которые на нем родились, и люди, которые не могут оттуда выбраться. Со всех сторон Манхэттен окружен водой. И до самого конца XIX века до Манхэттена можно было добраться только на лодке или вплавь. Ни одного моста на ту сторону не существовало. На западе Манхэттен омывается большой рекой Гудзон. На другой стороне Гудзона расположен штат Нью-Джерси. На севере и востоке находятся Харлем-Ривер, на той стороне Бронкс, и Ист-Ривер, на другой стороне Квинс и Бруклин. На деле же ни река Гарлем, ни река Восточная реками не являются. Это океанские проливы, которые отделяют Манхэттен от огромного куска суши, острова Лонг-Айленд, за которым уже начинается Атлантический океан. И вода, которая течет в реках Гарлем и Ист, это соленая океанская вода. Она течет в сторону, соответствующую океанским приливам и отливам, меняя свое направление несколько раз за сутки. Переплывать с берега на берег, с Манхэттена на Лонг-Айленд и обратно, было делом хлопотным и опасным, но приходилось. С 1626 года, когда голландцы купили остров Манхэттен у Делаверов за 60 гульденов, на деле эта история была гораздо менее однозначной, чем говорят исторические анекдоты. Город Нью-Йорк прошел длинную революцию. В XIX веке порт Нью-Йорка начал принимать огромное количество иммигрантов из Европы, значительная часть которых оставалась жить здесь же, не только на Манхэттене, но и на прилегающих территориях. К середине века Бруклин, который на тот момент был отдельным городом, становится третьим по численности населенным пунктом в стране после Нью-Йорка и Филадельфии. При этом огромное количество жителей Бруклина работало на Манхэттене. На Манхэттене была индустрия, банки, верфи, склады, рынки, а стоимость жизни там уже была значительно выше. Люди с семьями, люди среднего достатка предпочитали купить дом на той стороне реки, дешевле и больше. Рабочий люд вообще не имел вариантов. Они жили в Бруклине и искали работу повсюду, где можно. И Манхэттен манил их обилием рабочих мест и более высокими зарплатами, что означало, большому количеству людей приходилось ежедневно пересекать Ист-Ривер на пароме. Эти паромы были самой неприятной частью вашего дня. В XIX веке это были небольшие пароходы, ежегодно перевозившие миллионы пассажиров. Они были набиты битком, периодически сталкивались и терпели крушение. А когда наступала зима, Ист-Ривер мог покрываться неуверенным льдом, ведь тогда до Манхэттена вообще невозможно было добраться. Поэтому уже с самого начала XIX века люди дальновидные начали поговаривать о необходимости построить мост между островами. Мечтать, конечно, приятно, но построить мост из Бруклина на Манхэттен долгое время было физически, технологически невозможно. Ист-Ривер – это, повторюсь, не река, а океанский пролив шириной в 1 километр. В первой половине XIX века таких длинных мостов не строили, даже в более удобных местах, и это был не тот случай. Ист-Ривер заполнен океанской водой, там сильное течение, бурные воды. На дне там не камень, а метры мягких осадочных пород, ила и песка, на которых опоры моста не поставишь. И даже если, допустим, каким-то волшебством эти опоры были бы возведены, какими высокими должны бы быть пролеты между ними? Ист-Ривер была и есть важнейшей судоходной магистралью. По ней ходили большие океанские корабли с мачтами. Мост должен был быть такой высоты, чтобы он мог пропускать под собой большие суда,
Если вы подумали о разводных мостах, там такой активный трафик, что мост оставался бы разведен круглые сутки. То есть строительство моста между Бруклином и Манхэттеном казалось невозможной затеей, пока не появился Джон Рёблинг. Йохан Рёблинг родился в Пруссии. Он закончил Берлинскую архитектурную академию и начал работать инженером еще на родине. Молодого инженера очень рано заинтересовали входившие в моду висячие мосты. Тогда висячие мосты были еще дешевым вариантом моста без опор. Они были не длинными, подвешивались на канатах или железных цепях и, честно говоря, периодически обрывались и падали в реки и овраги. Поэтому предложение Рёблинга построить кое-где в Германии висячие мосты его начальство проигнорировало, и он принял это близко к сердцу. Вообще-то он не ошибался в том, что Пруссия его времени была страной не для инноваторов и революционно мыслящих людей, объективно. И в мае 1831 года Йохан Рёблинг вместе со своим братом Карлом навсегда покинули Германию и переехали за океан, в Америку, в страну бесконечных возможностей. Братья обосновались в Пенсильвании, купили там кусок земли и начали заниматься фермерством. Ни один из них никогда не занимался сельским хозяйством, но они были молоды, опьянены идеей свободы и Америки, и они решили создать идеальную колонию для своих соотечественников, которые бежали из Старого Света к новой жизни. У них ничего толком не росло, овцы сбегали в лес, но зато Йохан, перекрещенный в Джона, вовсю начал использовать преимущества американской патентной системы. Будучи талантливым инженером, он начал патентовать свои изобретения. В первую очередь это были сельскохозяйственные машины. В конце концов, обзаведясь женой и сыном, которого он назвал Вашингтон, Джон Рёблинг оставил попытки стать фермером и нанялся инженером-геодезистом на строительство судоходного канала в Пенсильвании. На службе у него была масса возможностей полюбоваться на то, как опасны и ненадежны используемые повсюду в промышленности пеньковые канаты. Рёблинг загорается идеей заменить пеньковые веревки, которые быстро изнашиваются и рвутся, на металлические тросы. Он купил проволоку и начал пытаться у себя на заднем дворе сплести из нее канат. Рёблинг делал это не вручную, он сконструировал простой, но отлично работавший станок, накручивавший проволоку вокруг сердечника и создававший крепкий и при этом пластичный металлический канат, который был куда крепче пенькового. Он запатентовал свое изобретение и основал на его базе процветающий бизнес. Владельцы шахт, судостроительных верфей, всевозможных фуникулеров начали делать заказы Рёблингу. То есть он не был изобретателем проволочного каната как такового, но он стал основателем американской канатной промышленности. Рёблинг сделал возможным появление в США высотных зданий, пассажирских лифтов, грузоподъемных кранов и больших висячих мостов. В Америке разбогатевший Рёблинг наконец-то сможет осуществить свои юношеские мечты. Он спроектировал и построил несколько впечатляющих подвесных мостов в Делавере, в Пенсильвании и над Ниагарой. Его мосты висели на металлических канатах его производства. Рёблинг отличался двумя замечательными качествами. Он одновременно был смелым революционным изобретателем, но при этом он был также чрезвычайно добросовестным и осторожным гражданским инженером. Его постройки были новаторскими, но при этом очень надежными и прочными. Он никогда не рисковал жизнями людей. И это отличало его от многих творцов с подобным размахом мысли. Поэтому, когда в феврале 1867 года Нью-Йорк и Бруклин
наконец договорились и постановили построить подвесной мост через Ист-Ривер, Джон Рёблинг был назначен главным инженером проекта. К сентябрю он предоставил генеральный план. Согласно плану, его мост должен был быть в 2 раза длиннее и значительно выше любого подвесного моста в мире. Мост перепрыгивал бы практически всю ширину пролива одним огромным прыжком, одним гигантским пролетом, подвешенным на стальных канатах, к 2 великолепным высоким башням, похожим на колокольни готических соборов. Он должен был ознаменовать торжество человеческого гения и быть архитектурным памятником эпохи. По требованию федеральных властей, надзирающих за транспортными артериями страны, высота основного пролета моста была определена в 41 метр. Это 2 голубых кита, поставленные друг на друга вертикально. Только летом 1869 года были, наконец, утрясены все бюрократические вопросы, и Рёблинг приступил к работе. 28 июня он уточнял местонахождение отправной точки моста со стороны Бруклина. Джон стоял на причале парома, когда его ботинок застрял носком в настиле причала. И пока он пытался высвободить ногу, подошел паром, стукнулся о причал, доски настила сошлись, и Джону раздробило пальцы на ноге. Пальцы пришлось ампутировать. Даже при отсутствии антибиотиков в те времена это не была обязательно смертельная травма. Но 63-летний Рёблинг, человек исключительно упрямый и уверенный в себе, оказался сам себе худшим врагом. Он отказался от наблюдения врача, заявил, что лучшее лекарство для заживления ран – это горячая вода. И после 2 недель такого самолечения Джон Рёблинг умер от столбняка, даже не успев толком начать главный проект своей жизни. После кратковременной паники комитет по строительству назначает на его место его 32-летнего сына Вашингтона. Кандидатура Вашингтона Рёблинга, так же, как до этого кандидатура его отца, в общем-то не имела альтернативы. Вашингтон работал с отцом на протяжении нескольких лет, как над строительством предыдущих подвесных мостов, так и над проектированием бруклинского. Он даже специально съездил в Европу, чтобы изучить новейшие методы строительства подвесных мостов и их отдельных частей. И, вернувшись, он разработал конструкцию фундаментов, которая сделала возможным возведение гигантских пилонов, на которых был в конце концов подвешен мост. Подвесной мост – это фактически такие здоровенные качели, которые висят на высоких столбах или башнях, стоящих на обеих сторонах вашей реки или пролива или каньона. И для начала, чтобы построить мост через Ист-Ривер, нужно было построить эти башни. Они не могли стоять на берегах, мост получился бы слишком длинным и не выдержал бы собственной тяжести. Их пришлось строить в воде, но сравнительно близко от берега, освобождая большую часть ширины реки для прохода судов. То есть фундамент для башен нужно было закапывать на дне реки под водой. И для начала нужно было еще докопаться до твердых пород, поскольку, как я уже сказала, дно Ист-Ривер покрыто 13-метровым слоем сначала 300-летних помоев, потом ила, а потом песка, на которые никакой фундамент поставить невозможно. Для того, чтобы дорыться до камня под дном реки на значительной глубине, были спроектированы и сооружены так называемые кессоны. Кессон – это огромный деревянный ящик кверху дном. Его буксировали на место, где должна будет стоять опора моста, и затапливали, нагружая сверху известняковые плиты. Кессон фактически становился здоровенным водолазным колоколом, удерживавшим воздушный пузырь под водой. И в этом пузыре рабочие должны были выкапывать речной грунт. Через 2 шахты, такие железные трубы с лифтами, люди с поверхности, с рабочей платформы опускались внутрь кессона на дно
И там они лопатами выкапывали под кессоном котлован. Выкопанный грунт поднимали на поверхность грейферным ковшом, такой лапой через отдельную трубу. В результате кессон постепенно утопал все ниже и ниже, погружаясь в ил и песок на дне реки, до тех пор, пока он не упирался в твердый грунт. После чего вся эта коробка должна была быть заполнена бетоном и превратиться в фундамент для опоры моста. Если вам показалось, что это звучит абсолютно кошмарно, вы совершенно правы. Камера кессона была прихожкой ада. Работали там иммигранты, преимущественно ирландцы, люди, у которых просто не было других возможностей заработать себе на жизнь. Им платили очень неплохую зарплату – $2 в день. Столько получали учителя и офисные служащие. Это было в 2 раза больше обычной платы неквалифицированных рабочих. И тем не менее, треть из них увольнялась, не проработав и недели. В кессон через грунт постоянно просачивалась речная вода, поэтому воздух в кессоне держали под давлением с помощью паровой машины наверху, постоянно закачивавшей туда воздух. Внутри кессонной камеры давление поддерживалось примерно в 140 килопаскалей, на 38% выше нормального атмосферного. Из-за этого, а также из-за присутствия большого количества материалов, которые делали стенки кессона водонепроницаемыми, внутри камеры одновременно было очень мокро и очень пожароопасно. Рабочие копали по колено в ледяной воде, в 30-градусной жаре, в тусклом свете специальных ламп через ослепляющую головную боль. И несмотря на все меры безопасности, внутри первого бруклинского кессона случился пожар. Вашингтон Рёблинг лично спустился вниз, чтобы руководить борьбой с огнем. Он провел внутри кессона более 7 часов. Когда он выбрался наружу, он не мог держаться на ногах. Обычная симптоматика для тех, кто слишком долго провел на полпути в ад. Его отвезли домой и в течение нескольких часов растирали солью и виски, чтобы восстановить кровообращение. Утром выяснилось, что пожар еще полностью не потушен, и с трудом передвигающийся Рёблинг вернулся на строительную площадку. Кессон пришлось затопить, что затянуло работы на 3 месяца. Наконец, бруклинский кессон достиг своей окончательной глубины в 13,5 метров и был заполнен бетоном. Следующим по плану был кессон со стороны Манхэттена. С той стороны пролив был значительно глубже, и кессон углубился в дно реки более чем на 20 метров. Давление в кессоне достигло 234 килопаскалей, больше, чем 2 атмосферы. Как написал Рёблинг в своем отчете, мало кто выбирался наружу, не испытывая сильной боли в конечностях или костях или временного паралича рук и ног. Сам инженер работал, не обращая внимания на все усиливающиеся симптомы, и периодически ему приходилось прибегать к морфину. Весной 1872 Рёблинга разбил паралич. Его жена не надеялась, что он доживет до утра. Врач стройки Эндрю Смит тщетно пытался понять причину этого недомогания, поражавшего всех, кто слишком долго находился в кессонах. Рабочие называли его «the bends», от слова «скрючивать», потому что люди корчились от страшных болей в спине, суставах и в животе. Некоторые оставались парализованы, и некоторые умирали. В 1873-м доктор Смит выступил с докладом в коллегии врачей Нью-Йорка, в которой он назвал это проклятие кессонной болезнью. Доктор Смит столкнется на строительстве со 110 случаями кессонной болезни. Никто не знал, что являлось ее причиной и как это можно предотвратить. Из 20 погибших на стройке рабочих 5 умрут от скрючивания. Главный инженер Вашингтон Рёблинг в 36 лет станет инвалидом, прикованным к постели. Сейчас мы называем это декомпрессионной болезнью и преимущественно слышим о ней в контексте плавания с аквалангом. А впервые люди о ней узнали после того, как в начале XIX века были сконструированы компрессоры на паровой тяге.
которые начнут применять для работы в угольных шахтах. И первыми жертвами кессонной болезни были французские шахтеры. Вообще кессон был изобретен во Франции. Это французское слово «кессон» – ящик. Изобрели его не для строительства опор мостов, а для работы в глубоких шахтах. Если вы вырывали достаточно глубокую шахту, вы достигали уровня грунтовых вод, и шахта начинала заполняться водой. Чтобы дать возможность шахтерам продолжать копать уголек, изобрели кессон – ящик, в который нагнетался воздух под давлением, и шахтеры могли в нем продолжать работать. И именно среди французских шахтеров в 40-х годах появились первые случаи кессонной болезни. Никаких внятных версий о причинах кессонной болезни тогда не было. Также не было никаких хороших идей по ее лечению или профилактике. Врачи старались облегчить симптомы с помощью ванн, сердечных средств, хинина, пиявок и даже погружения в жидкую ртуть. То есть морфин и растирание спиртом были еще сравнительно безопасными методами. Буквально за 2 года до начала строительства Бруклинского моста начали строить мост через Миссисипи в городе Сен-Луисе. Кессоны там достигли глубины в 28 метров. Почти 25% всех рабочих были поражены кессонной болезнью, 13 умерли и 2 стали инвалидами. То есть для нью-йоркских строителей не было большим сюрпризом, когда у них начались те же неприятности. Боль в суставах, головная боль, зуд, одышка, параличи и рвота. Интересно, что если больной возвращался вниз в кессон, его состояние улучшалось. Но при очередном подъеме он становился еще больнее, и дело могло кончиться полной нетрудоспособностью. Буквально в это же время французский физиолог Поль Берт построил у себя в Париже камеры для экспериментов с давлением. Вообще его интересовала авиация, а не шахтеры. Он экспериментировал на мышах, собаках и птицах. Берт сажал их в барокамеры, давление в которых превышало нормальный уровень атмосферного в 10 раз, а потом быстро оттуда вынимал. После чего эти животные, как правило, умирали в страшных муках, а Берт их препарировал. В своей книге «La pression barométrique» Берт сообщил, что он обнаруживал воздух в венозной системе и в сердце подопытных животных. И он продемонстрировал, что этот газ в основном состоит из азота. Он предположил, что при внезапной декомпрессии азот, который был растворен в крови и тканях, благодаря повышенному давлению, возвращается в свободное состояние, образует пузырьки, которые препятствуют нормальному кровотоку и повреждают ткани. Я объясню. Воздух, которым мы дышим, состоит в значительной мере из азота. Кислорода тут примерно 20%. Когда мы вдыхаем воздух, кислород мы используем для дела. А с азотом ничего не происходит. Он входит и выходит. Мы выдыхаем его столько же, сколько вдыхаем. Так вот, если человека или крысу посадить в камеру с повышенным давлением, этот азот начнет вдавливаться в кровь, растворяться в ней. Вы этого не заметите, потому что, повторяю, на азот вашему организму начихать. Но если вас после этого быстро вынуть из барокамеры или поднять на поверхность, где давление нормальное, произойдет то же самое, что происходит, когда вы открываете бутылку с газировкой. Давление нормализуется, и втиснутый в кровь газ быстро выйдет наружу и соберется в пузырьки. Кровь вскипит. Пузырьки азота начнут закупоривать сосуды. Это и есть кессонная болезнь. Поль Берт это понял, и он предложил замедлять скорость декомпрессии, чтобы дать возможность азоту постепенно покинуть организм. А в случае острых симптомов немедленно вернуть пациента под давление, чтобы азот снова растворился в тканях. И эти его идеи до сих пор являются основой современного лечения декомпрессионной болезни. Книга Берта выйдет только в 1878 году, а кессонные работы под Бруклинским мостом будут завершены в мае 1872.
Второй кессон ушел под воду на 24 метра, и там все еще был песок. Рёблинг, опасаясь все ухудшающейся ситуации с кессонной болезнью на стройке, принял решение заложить фундамент опоры на песчаной площадке, не пытаясь углублять кессон дальше в грунт. 12 июля 1872 года, спустя 221 день после начала, все подводные работы были завершены. А Вашингтон Рёблинг уже больше никогда не появится на стройке. Его жена Эмили берет на себя не только всю коммуникацию между практически ослепшим и парализованным мужем и бригадирами на месте, она фактически становится серым кардиналом, неофициальным главным инженером стройки. К началу лета 1872 года, когда заканчивались подводные работы Манхэттенской башни, Бруклинская уже на 30 метров возвышалась над водой. В общей сложности строительство башен продолжалось около 4 лет. Они были закончены в июле 1876 года. На башне были установлены чугунные формы с желобом, через которые предстояло перекинуть несущие канаты. Одновременно на обоих берегах велось сооружение анкерных опор, которые должны были удерживать их за концы. Каждая из опор занимала целый городской квартал, а внутри них были устроены винные погреба, которые сдали в наем немедленно, чтобы получить дополнительные средства, поскольку проект исчерпал свой первоначальный бюджет в $5 миллионов, и пришлось запрашивать еще 8 миллионов на завершение строительства. Но башни нельзя было заканчивать до тех пор, пока не будут перекинуты кабели. Еще на стадии планирования было решено, что мост будет висеть на канатах из оцинкованной стали. Никогда ранее этот материал в висячих мостах не использовался. Это было то самое начало торжества стали, о котором я упоминала в истории кринолинов. Сначала от одной анкерной опоры к другой обратно протянули один стальной трос. Получившаяся петля длиной более 2 километров двигалась подобно канатной дороге при помощи паровой машины. Чтобы продемонстрировать прочность троса, главный механик Фарингтон пересек реку, сидя в люльке и посылая тысячам зрителей воздушные поцелуи. В начале февраля следующего 1877 года над проливом появился подвесной пешеходный мостик. Он проходил через вершины пилонов и выполнял функцию строительных лесов. С мостика свисали люльки, в которых рабочие вручную сплетали стальные канаты. Несмотря на то, что эти мостки были предназначены для строителей, они быстро получили популярность у любителей острых ощущений. К августу на мостике неофициально побывало несколько тысяч человек со всего света. Доступ посторонним был запрещен лишь после того, как у одного из посетителей на большой высоте случился приступ эпилепсии, и находившимся рядом рабочим пришлось привязывать его к доскам настила. 11 июня 1877 года началась работа по прокладке и плетению канатов. Потому что канаты не сплетались заранее, они плелись прямо на опорах, по мерке моста, так сказать. Катушка с проволокой ездила вдоль транспортного троса, в то время как рабочие следили за натяжением и скрепляли отдельные пряди вместе. Пролетное строение, собственно мост, то, на чем лежит настил, тоже решено было строить из стальных деталей. Дорожное полотно изготовили из соснового бруса и досок. По первоначальному плану через мост шли 2 полосы рельсов для трамвая, по сторонам шла 4-полосная дорога для конных экипажей, а по центру между рельсов тянулся приподнятый пешеходный тротуар. Все это время главный инженер, который раньше лично вел все работы, не показывался на стройке. Начали ходить слухи, что он сошел с ума. На самом деле он был прикован к постели, почти потерял зрение, и его паралич немного улучшился, но никогда не прошел совсем. Единственным человеком, который мог с ним коммуницировать, была его жена Эмили. Ей пришлось изучать высшую математику, физику, сопромат и все устройство моста. Эмили передавала информацию от Вашингтона его помощникам и сообщала мужу о ходе работ.
Она отвечала на письма, проводила переговоры с инвесторами и официальными лицами. Однажды на встрече с группой инженеров, пришедших к Вашингтону проконсультироваться насчет формы изготовления анкерных стержней, она села с ними за стол, помогла им разобраться с образцами и прояснила трудности, над которыми они неделями ломали головы. В общей сложности строительство Бруклинского моста продолжалось 14 лет и закончилось ранней весной 1883 года. В начале мая Эмили Рёблинг с петухом в корзинке торжественно проехала в фаэтоне через мост из Бруклина в Нью-Йорк. В приветственной речи на последующей церемонии было сказано, что мост будет вечным памятником самоотверженной преданности женщины и ее способности к получению высшего образования, право на которое она слишком долго была лишена. Но это было еще мягкое открытие. Настоящие торжества были назначены на 24 мая 1883 года. Инициатором мероприятий стал мэр Бруклина, объявивший этот день официальным праздником, народным днем. Мост обошелся в $15 миллионов, почти $500 миллиарда на современные деньги, в 2 раза дороже, чем изначально планировалось, из которых Бруклин заплатил 2/3. Мост и все вокруг было увешано иллюминацией, и народу была пропасть. Из Нью-Йорка в Бруклин прошел парад, в котором принял участие президент США Честер Артур. Когда стемнело, над проливом в течение часа запускали более 10 тысяч фейерверков. В полночь мост был открыт для всех желающих, но уже за плату в 1 цент. Люди по 6 часов стояли в накопителях, дожидаясь своей очереди пройти через мост. 31 мая случилась первая трагедия. На мосту одновременно находилось около 20 тысяч человек. Какая-то дама запнулась на лестнице и упала. Кто-то закричал, что мост рушится, и толпа в панике ринулась на выход. В образовавшейся давке погибло 12 человек. После этой трагедии многие стали опасаться внезапного обрушения моста. Чтобы уверить народ в прочности сооружения, великий Ф.Т. Барнум провел по мосту животных из своего цирка. 20 слонов, 17 верблюдов и еще стадо зебр и жирафов. И с тех пор Бруклинский мост становится культовым местом и одним из символов Нью-Йорка. Сорвиголовы пытаются с него спрыгнуть и выжить, влюбленные встречаются на середине, супергерои в фильмах сражаются на нем то с гигантами, то с инопланетянами. А согласно фильму «Кейт и Леопольд», на Бруклинском мосту открывается портал в 19 век. Надо только дождаться, когда пробьют часы. И это был рассказ об одном из самых знаменитых мест для селфи в мире. На сегодня у меня все. Жмите на кнопку лайк, а то вдруг она убежит. Подписывайтесь на мой канал, на YouTube или на Boosty или на Патреоне. Больше я никуда свои видео не выкладываю. Всего вам доброго и до новых встреч!